Приветствую всех! Сразу переходим к насущной теме дня. Ну что, мои дорогие, все прекрасно, с чем и хочу вас всех поздравить от самого сердца. Биткоин наконец-то там, где все его так долго ждали. Альткоины не совсем там, но у них еще все впереди. Общая капитализация растет, но имеются некоторые странности, какие станет сейчас понятно. Ну, в общем и целом, все идет как нельзя лучше. Теперь осталось лишь заполучить ясную картину того, что же будет дальше. Причем нас пока не интересуют заоблачные дали, а совершенно конкретно, что будет происходить в декабре-январе, ну и возможно в феврале. Этот вопрос задается слишком часто на наших каналах и в чатах, поэтому ответом будет данное видео. Думаю, многие хорошо еще помнят восхождение биткоина в конце 2017 года. Также и в этом году прямо на наших глазах происходит нечто подобное. Причины актуального восхождения, думаю, всем известны. Пресловутые институционалы и весенний халвинг. Эта тема тщательно пережевана в СМИ, поэтому не отвлекаемся и поговорим о том, о чем в основном предпочитают молчать в силу того, что о финансовой отчетности как-то не принято говорить открыто, особенно в крипте. Это немного странно, но факт есть факт. А между тем, как бы громко многие не кричали на всех углах, что регуляторная финансовая подотчетность и крипта – две вещи несовместимые, но не стоит путать желаемое с действительностью. И особенно на фоне актуальной эйфории по поводу нагрянувших в крипту крупных институциональных инвесторов. Не стоит забывать, что на их инвестиционные стратегии налоговая или финансовая подотчетность перед регуляторами играет не то чтобы не последнюю, она играет главную роль. Уж если все поют о том, что именно институциональных инвесторов надо поблагодарить за то, что они вернули цену биткоина к былым высотам, то не мешало бы также иметь представление о том, какие стимулы могут скрываться за их финансовыми вливаниями, которые непосредственно связаны именно с их обыденной финансовой отчетностью. Приветствую вас в реальности. Также необходимо отметить, что регуляторными обязательствами обременены не только крупные, но и средние и даже малые инвесторы и трейдеры. Для того, чтобы со всем этим разобраться и ответить на вопрос, что же будет происходить с биткоином и альткоинами в декабре, январе и, может быть, даже в феврале и марте, нам необходимо разобрать интересную и душетрепещущую тему – уплата простыми смертными налогов от дохода, получаемых от торговли криптой. Итак, начнем. Для примера возьмем меня. Я подлежу налоговой отчетности, действующей в Европе, а стало быть такой же, как и во всем остальном экономически развитом мире. То есть почти всепланетарно. Другими словами, моя подотчетность точно такая же, как и у тех институционалов, которые закинули биткоин туда, где он сейчас. Для наглядности возьмем платформу bitcoin.de. Очень популярную в таких странах, как Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Германия, ну и так далее. Я торгую на ней уже 2 года и довольно успешно. Но вот к концу года эта успешность порой оборачивается не совсем приятными моментами, а именно уплата подоходного налога. Давайте разберемся кратко, как это работает. Для того, чтобы торговать на данной платформе, необходима привязка вполне конкретной банковской кредитной карты. В данном случае кредитной карты онлайн-банка FIDOR. Естественно, с полной верификацией. Почему это так? Потому что по европейским законам подоходный налог от торговли акциями, деривативами, ценными бумагами или криптой производится самим банком и любым банком в автоматическом режиме. Этот налог взимается банком с любого клиента при каждой продаже тех или иных акций. И в конце года все еще раз пересчитывается, сводится дебет с кредитом, после чего устанавливается окончательная сумма налога от общего дохода по прошедшему году. Она равна в среднем 25% от суммы дохода, ну или от оборота. Как видите, все довольно просто и прозрачно. Другими словами, Европейский Союз делает трейд один раз в год с профитом в плюс 25% со всех, кто торгует акциями или криптой, причем не входя ни в какие риски.
Ну что ж, похвально, к этому должен стремиться любой трейдер. Правда, нам нужно делать около 40% прибыли, чтобы после налогов и других комиссий нам оставались наши 25% профита. Теперь, как снизить налог? То есть, что я, как трейдер или инвестор, должен делать в сложившейся ситуации? Ответ прост. Купить акции или крипту на всю выручку от торговли и не выходить в фиат до наступления нового года. Это особо касается ситуации, когда тот или иной рынок не предвещает сильного обвала. Каковы были бы конкретные цифры в моей голове? Давайте возьмем конкретный пример. Я купил биткоин по цене $12 тысяч и мог бы продать прямо сейчас по $20 тысяч. Допустим. В этом случае я заплачу 2000 налога с 8000 прибыли. Это то же самое, как если бы я его продал по $18 тысяч без налогового. Буду я это делать прямо сейчас? Нет, если есть уверенность, что биткоин не обвалится ниже 18 тысяч, причем надолго. И да, если имеются все основания полагать, что биткоин еще до конца года упадет ниже 17 тысяч. Но если биткоин все же устоит и я продам его в начале января, то перенесу налоговые расходы на целый год и сэкономлю тем самым те $2000, которые использую опять же для покупки того же биткоина, если его цена в январе или феврале существенно обвалится. Из этого вытекает, что выходить из крипты в фиат в конце года крайне невыгодно, особенно для крупного капитала, а он несомненно зарегулирован. Получается, что цена действительно может держаться институционалами до конца года, так как от этого выигрывают все те, кто спрятал свой капитал в биткоине. Это же касается некоторых крупных альткоинов и акций. Ну что ж, это вполне конкретный и довольно сильный стимул, поэтому значительных обвалов биткоина до Нового года, скорее всего, не будет. Чтобы проверить работоспособность данной концепции, обратимся к истории и посмотрим 2017, 18, 19 годы. Ведь регуляторные принципы уже тогда были точно такими же, как и теперь. Да, и институциональные инвесторы присутствовали тогда тоже, хоть и не в такой степени, как сегодня. Стоит напомнить, что 90% всего капитала, который попадает в криптопространство, приходит через кредитные карты, а это неминуемо ведет к взиманию налога с прибыли. Как тогда, так и сейчас. Вот декабрь 17 по январь 18. Объем общей капитализации вырос с конца ноября по начало января на 205%. Это в 2 с лишним раза мощнее, чем мы наблюдаем сегодня. Видимо, слабоватые институционалы какие-то в этом году. Но, возможно, все еще впереди. Потом в январе-феврале, как вы помните, все обвалилось на 65%. Год спустя, в декабре 18 начале 19 общая капитализация выросла на 48%. Потом упала на 24%. Тенденция не такая яркая, но она есть. К январю подъем, к февралю снова спад. Вот декабрь 19 по январь 20. И год спустя. В декабре общая капитализация выросла на 55%, потом упала к февралю на 20%. Ну а потом в марте пришел коронавирус с пандемией и последовало падение на все 50%. Но вернемся в сегодняшний день. Теперь самый интересный вопрос. Что будет после того, как текущий финансовый год закроется? А вот это уже будет зависеть от рыночных условий в январе и феврале. Если цена биткоина и общая капитализация начнут стремительно соскальзывать вниз, то это вызовет цепную реакцию среди большинства инвесторов и трейдеров, так как станет ясно, что убереженный от налогов капитал начал переливаться во что-то на момент более перспективное. А что может оказаться более перспективным именно для институциональных инвесторов? В пределах крипторынка это могут оказаться альткоины, лежащие сейчас на самых низах. Или те же акции, или даже золото. Заметьте, что оно сейчас тоже слегка недооценено. И этим, конечно же, могут воспользоваться.
Для профессионалов это довольно обычная практика – переходить из одного хеджирующего актива в другой. Ведь биткоин сегодня рассматривается наряду с золотом именно как хеджирующий актив. К таким же активам относятся и акции некоторых ведущих компаний, и даже некоторые альткоины. Именно в данном контексте хочу представить вам наш собственный хеджирующий актив, разработанный нашими трейдерами и экономистами на основе самостоятельного блокчейна, разумеется, децентрализованного. Токен Olbitex – консенсус Proof of Stake, то есть он стейкуется. На момент намайнено 3 миллиона монет, и максимальное предложение ограничено 21 миллионом монет, как у биткоина. Это довольно редкий случай, когда стейковая монета имеет такое предельное ограничение по эмиссии, так что не упустите момент. Ссылку на сайт, Explorer, телеграммные группы и так далее вы найдете под видео. Особенно рекомендую ознакомиться с white paper'ом. Он представлен на 7 основных языках. Там же на сайте можно скачать десктопный кошелек для установки на персональный компьютер и стейкуйте себе на здоровье. Вопросы на более крупные покупки рассматриваются непосредственно нашим фондом трейдеров и инвесторов Olbitex Network Development Foundation. Так, теперь снова вернемся к текущей ситуации, так как мы с ней все еще не закончили и нас, возможно, ждут довольно сладкие подарки к Новому году и за его пределами. Посмотрим на общую капитализацию на пике начала 2018 года. Она равна 824 миллиарда. А сегодня почти 550 миллиардов. То есть мы все еще не добираем 274 миллиарда по общей капитализации. Вот вам и институциональные инвесторы. Понятно, что они инвестируют главным образом в биткоин. Хотя сейчас уже переметнулись и на эфир. Но что будет, если они, следуя логике, изложенной выше, все же начнут наполнять свои портфели и основными альткоинами тоже? Особенно если заметят, что биткоин на каком-то этапе начнет пробуксовывать и уходить в затяжной флэт, да еще и с нисходящим скольжением. Ответ довольно очевиден. Начнется как всеми ожидаемый сезон альткоинов. Возможно, не такой мощный, как в январе и апреле 2018, но все же общая капитализация альткоинов может вполне удвоиться, что для некоторых альтов может означать и трехкратный рост. Что может удвоиться? Давайте рассмотрим. Вот видится Litecoin, Link, Bitcoin Cash, BNB, Dash, Monero, Filecoin. Эфир, думаю, прибавит где-то около 75% от сегодняшних значений. Что же может утроиться? CRX, Nano, Matic, Aave, DLT, Atom, Go, Tron, KNC, Toma и многие-многие другие. Как вы знаете, большинство из этих монет мы торгуем сообща и уже довольно давно, выкладывая основные сигналы на открытых каналах бесплатно. Сразу замечу, что на данный момент мы имеем дублирование данных сигналов еще на 7 языках, которые представлены не только в Telegram, но и в Instagram и в Twitter. Полный список ссылок представлен в описании данного YouTube канала. Конечно, этот сценарий сезона альткоинов будет актуален, если биткоин до конца этого года удержит свои позиции в пределах 18-21 тысяч, что вероятнее всего по причинам, озвученным выше. Но, как мы знаем, бывают и сюрпризы. Самое интересное начнется в январе-феврале, или чуть позже. Там в равной степени возможно сразу несколько вариантов развития событий, и сезон альткоинов лишь один из них. Об этом поговорим чуть позже, когда будем там чуть поближе. На вопрос, как сильно может опуститься биткоин в случае падения, отвечу стандартно: половину от текущих максимумов. Это тоже его довольно стандартное поведение. В данном случае возможна коррекция в район около $10 тысяч за биткоин.
В заключение хотелось бы еще представить наш отдельный YouTube канал, где регулярно появляются очень полезные видео для тех, кто намерен или уже владеет нашим токеном Olbitex. Советую на него подписаться. Особо хочу отметить последнее видео об установке Olbitex Wallet на системную флешку. Эта фьюча в дальнейшем будет иметь довольно прогрессивные последствия в плане автономного стейкинга, но об этом позже. А сегодня благодарю за внимание, вы самые лучшие, желаю вам всем максимального профита и спасибо вам всем за то, что вы все еще здесь.